Выходя из дверей нотариальной конторы, я вдруг услышала за спиной тихий, но отчетливый шепот нищенки. «Не торопись оформлять дарственную на сына и невестку. Сначала загляни в коробку под их кроватью». Я лишь рассмеялась в ответ и поспешила уйти, не придав этому значения. Однако на следующий день сомнения взяли верх, и я решилась проверить. Заглянув под кровать, я онемела от ужаса. А началась эта история так. Галина Ивановна шла от нотариуса медленно, тем особенным, осторожным шагом, каким ходят люди, боящиеся расплескать внутри себя драгоценную, важную радость. Декабрьский воздух стоял сухой и колючий, под ногами на тротуаре похрустывал мелкий снежок, а над темными крышами домов висела ровная белесая дымка. В ее сумке покоились аккуратно сложенные бумаги. Проект дарственный на квартиру. Это была еще не подпись, нет, лишь подготовка, черновик новой жизни. Но Галине Ивановне все равно казалось, главный шаг уже сделан, и теперь судьба наконец-то становится понятной, правильной и справедливой. Ей исполнилось 63 года. Вдова вот уже 8-й год как одна. Единственный сын, Алексей. Взрослый, видный мужчина, почти 40 лет. У него своя семья, жена Ирина. Детей пока не нажили. То ли время не пришло, то ли считали, что нужно сперва твердо встать на ноги, а может, были иные причины. Галина Ивановна в эти интимные подробности старалась не лезть. Не в ее правилах это было. Она всю жизнь принадлежала к породе людей, умеющих держать себя в руках. Бухгалтерия, бесконечные отчеты, жесткие сроки, ответственность. Привычка жить по правилам въелась в плоть и кровь. Квартира у нее была хорошая. Добротная двушка в кирпичном доме. Теплая, со светлыми большими окнами, а рядом тенистый парк и поликлиника. Жилье это досталось еще от родителей. Позже они с мужем делали капитальный ремонт, меняли трубы, окна, заказывали новый кухонный гарнитур, годами копили на уют. Муж ушел из жизни внезапно. Инфаркт, даже до больницы не успели довести. После похорон она долго не могла заставить себя зайти в их общую спальню. Потом пересилила, потому что иначе было нельзя. Жизнь, несмотря ни на что, продолжалась. Сын первое время держался рядом, поддерживал. А потом все закрутилось в привычном вихре. Работа, семья, кредиты, бесконечные бытовые заботы. Алексей стал приезжать реже, хотя по телефону звонил исправно, особенно когда требовалась финансовая помощь. И Галина Ивановна помогала. То на ремонт машины добавит, то на первый взнос за какую-то покупку, то просто перехватить до зарплаты. Она по-стариковски ворчала для порядка, но деньги давала всегда, потому что он сын, а она мать. В последние же месяцы их разговоры изменились. Ирина, невестка, вдруг стала на удивление ласковой. Звонила сама, участливо интересовалась здоровьем, приглашала на чай с пирогами и как-то между делом, будто невзначай, начала вбрасывать фразы. «Ой, Галина Ивановна, вы бы все заранее оформили с квартирой, чтобы потом никто не бегал по инстанциям. Сейчас столько мошенников вокруг, страшно подумать. А если вдруг что случится? Мы-то вам поможем, но с документами лучше разобраться заранее». Алексей тут же подхватывал. «Мам, ну ты же сама понимаешь. Мы тебя никогда не бросим, конечно. Это просто, чтобы все было спокойно, чтобы без лишних нервов потом. Ты же знаешь, какие сейчас времена нестабильные». Галина Ивановна слушала их и соглашалась. Не потому, что была наивной или глупой, а потому что смертельно устала жить в постоянной фоновой тревоге. Устала от навязчивых мыслей «а что будет потом?». Ей хотелось простого человеческого покоя, чтобы сыну жилось легче, чтобы невестка не боялась за будущее, чтобы в семье воцарился порядок. Ей хотелось поступить как правильно. И еще, хотя признаваться себе в этом она не любила, ей отчаянно хотелось почувствовать, что ее ценят, что она не просто кошелек на пенсии, а любимая мать, о которой искренне заботятся. Вот так она и оказалась на пороге нотариальной конторы. В помещении пахло канцелярской бумагой и дешевым растворимым кофе. Молодая девушка-нотариус говорила ровно, четко, словно зачитывала инструкцию к сложному прибору. Дарение – это сделка безвозмездная. Право собственности переходит сразу после регистрации. Отменить ее крайне сложно, правовые последствия такие-то. Галина Ивановна кивала в такт ее словам. Но фразы «сразу» и «собственность переходит» почему-то неприятно. Тревожно стукали где-то внутри грудной клетки. Она тихо, почти робко спросила. «А я жить-то там смогу после этого?» Нотариус посмотрела на нее поверх очков сухим профессиональным взглядом. Если одаряемый не возражает. В договоре дарения можно прописать право пожизненного пользования, но на практике этот вопрос лучше обсуждать с юристом отдельно.
Помните, дарение – это полная передача прав собственности. Галина Ивановна вышла на улицу с пакетом бумаг и странным ощущением, будто держит в руках не документы, а тонкую шаткую доску, перекинутую через пропасть. Упала? Вроде бы нет. Но твердую землю под ногами вдруг почувствовала иначе. Зыбкой. Она дошла до крыльца, потуже затянула платок и уже собиралась направиться к автобусной остановке, как вдруг услышала сзади хрипловатый, почти неслышный шепот. «Женщина, постой!» Она обернулась. У самой стены, съежившись, сидела нищенка. Маленькая сутулая фигурка в старой потертой куртке и платке, с потрепанной сумкой-авоськой в руках. Лицо ее было не злое и не пьяное, а просто бесконечно изможденное. Она смотрела на Галину Ивановну внимательно, пронзительно, так, словно видела ее насквозь, до самого донышка души. И снова прошептала, подавшись чуть ближе. «Не пиши дарственную на сына с невесткой. Сперва найди повод, приди к ним и проверь, что лежит в коробке под их кроватью». Эти слова прозвучали так обыденно и просто, будто речь шла не о судьбе квартиры, а о забытой банке с огурцами. Галина Ивановна отшатнулась. «Вы что такое говорите? Откуда вы можете знать?» – вырвалось у нее. Нищенка не стала ничего объяснять, она только слегка приподняла ладонь, словно останавливая поток вопросов. «Не сейчас. Ты просто не торопись. Коробка под кроватью. Поймешь? Потом». И отвернулась к стене, всем видом показывая, что разговор окончен. Галина Ивановна стояла, судорожно сжимая ручку сумки, и чувствовала, как липкий холод поднимается от земли по ногам. Никакой мистики она не любила, в приметы не верила. Гадалок обходила стороной. Всю жизнь только цифры, факты, строгие отчеты. Но эта фраза была слишком точной, пугающе конкретной и была произнесена так уверенно, будто это не просьба и не совет, а последнее предупреждение перед бедой. Она машинально сунула в морщинистую ладонь нищенки пару купюр. Не из жалости даже, а чтобы закрыть эту странную сцену, поставить точку, откупиться от страха. И пошла почти бегом к остановке. В автобусе она пыталась отмахнуться от наваждения. Сумасшедшая какая-то. Мало ли что городские сумасшедшие болтают. Может, услышала где-то обрывок разговора, может, просто совпало. Но в голове назойливо, как заезженная пластинка, крутились два слова. Коробка и под кроватью. И чем больше она старалась забыть их, тем сильнее они цеплялись за сознание, пуская ядовитые корни сомнения. Дома она не сказала никому ни слова. Ни подруге Нине, с которой имела обыкновение болтать по вечерам, ни соседке Тамаре, которая знала все про всех и обожала подливать масла в огонь чужих драм. Галина Ивановна не хотела ни сплетен, ни лишних эмоций. Она просто убрала бумаги в ящик стола, поставила чайник и силой воли заставила себя заняться привычными домашними делами. Но ночью сон не шел. Она лежала в плотной темноте, слушала, как монотонно тикают настенные часы, как в батарее что-то ритмично щелкает, как в подъезде кто-то запоздало хлопает дверью. И вдруг память услужливо подбросила воспоминания. Несколько недель назад Ирина, улыбаясь своей самой сладкой улыбкой, сказала: «Ой, мы у вас такие порядочные, мама. Мы же вас никогда не обидим. Но лучше все оформить сейчас, иначе мало ли что». Слово «иначе» тогда проскользнуло мимо, не зацепило, а сейчас вдруг развернулось во весь рост, черное и угрожающее. Утром Галина Ивановна встала рано, разбитая и не выспавшаяся. Пожарила себе одно яйцо, выпила чай без сахара, потом долго стояла у окна, глядя на серый двор, и вдруг отчетливо поняла: сегодня она все равно не успокоится, пока не проверит. Если не проверит, будет бояться собственной подозрительности больше, чем любой, даже самой горькой правды. А если проверит, хотя бы будет точно знать, что происходит с ее жизнью. Она позвонила сыну ровно в 9 утра. «Алёша, я к вам сегодня заеду. Хочу передать банку варенья, да и пирожки с капустой испекла», — соврала она, удивившись тому, как легко слетели с губ эти слова. «Мам, давай лучше вечером», — сонно и немного недовольно ответил Алексей. «Мы сейчас, по делам собираемся». «Я быстро, буквально на 10 минут, только сумку занесу». «Ну, ладно», — он зевнул в трубку. «Только мы в магазин сейчас уезжаем, может, нас еще не будет дома». «Ничего страшного, я своим ключом открою. Ты же мне оставлял». Ключ у нее действительно был. Запасной комплект на всякий случай, который Алексей сам ей вручил, когда они с Ириной уезжали в отпуск, чтобы она поливала цветы. Ключ лежал у нее в шкатулке давно, и никогда ни разу ей в голову не приходило воспользоваться им без приглашения. Сегодня пришло. Она доехала до их дома на метро, потом шла пешком, не замечая дороги.
Двор был самым обычным, московским, пестрая детская площадка, выкрашенные лавочки, у подъезда курили двое мужчин в пуховиках. Она поднялась на этаж. Сердце в груди стучало так гулко и тяжело, будто она шла не к родному сыну, а на страшный экзамен или эшафот. Дверь открылась легко и бесшумно. В квартире стояла тишина. Пахло здесь не жилым уютом, а чем-то приторно-сладким, магазинным, то ли сильным ароматизатором, то ли новым стиральным порошком. Галина Ивановна сняла обувь и прошла по коридору на цыпочках, стараясь не шуметь. И сама от этого собственного, стараясь не шуметь, почувствовала жгучий стыд. Крадется, как воришка. В доме собственного ребенка. В спальне царила полутьма. Плотные шторы были задернуты. На широкой кровати лежало покрывало, идеально разглаженное, без единой складки. «Вот как Ирина любит», — мелькнуло у нее в голове. «Все ровно, все по линейке, чтоб не морщинки». Галина Ивановна присела на край кровати, чувствуя, как дрожат колени, и на секунду подумала. «А если там ничего нет, что я делаю? Как я буду смотреть им в глаза?» Пересилив себя, она наклонилась и заглянула в темное пространство под кроватью. Там действительно стояла коробка. Самая обычная. Картонная, из-под зимней обуви, небрежно обмотанная скотчем. Даже не одна, а две. Сердце ухнуло куда-то вниз, в пятки, будто кто-то резко выдернул из-под нее стул. Дрожащими руками она вытащила первую коробку. Скотч на ней был надрезан. Значит, ее уже открывали и закрывали. Крышка поддалась легко. Сверху лежала толстая папка с прозрачными файлами. В файлах аккуратные копии документов на ее Галины Ивановны квартиру. Свидетельства о собственности, свежие выписки из реестра, какие-то старые технические паспорта, которые у нее дома хранились в отдельном пакете в дальнем шкафу. Как они оказались здесь? Когда они успели их скопировать? Но это было не самое страшное. Дальше шли листы с распечатками, сделанными не ее рукой, с пометками на полях. На одном из листов жирным шрифтом был выделен заголовок «План действий после регистрации перехода права собственности». Галина Ивановна поднесла лист ближе к глазам, не веря тому, что видит. Пункт 1. В течение календарного месяца инициировать вопрос о снятии прежнего собственника с регистрационного учета. Пункт 2. Предложить вариант временного переезда к подруге, Нине. Либо рассмотреть вариант бюджетного пансионата для престарелых в области. Список прилагается. Буквы заплясали перед глазами, сливаясь в черные жалящие пятна. Она сидела на идеально заправленной кровати сына, в тихой квартире, и чувствовала, как рушится ее мир. Галина Ивановна читала, и разум отказывался верить написанному. В голове это просто не укладывалось. На бумаге чернели слова. Пансионат, переезд, снятие с регистрации. Все это было про нее. Про то, как с ней поступят. Едва она подпишет документы. Она листала дальше, и с каждой страницы открывались все новые, пугающие детали. Список юристов, циничные пометки на полях, новенькая нотариус, оформляет быстро, маме говорить мягко. Главное – успеть до Нового года. Взгляд зацепился за пункт под цифрой 3. Если откажется, обращаться в суд о прекращении права пользования. Отдельно лежал лист, похожий на шпаргалку для репетиции. Сценарий обмана. «Мама, тебе же самой тяжело одной. Давай ты поживешь у нас, а квартиру мы сдадим. Будут деньги тебе на лекарства. Так всем лучше. А рядом другой усязать». И рядом другой вариант, жесткий, на случай сопротивления. Если начнет упираться, давимо. Давить. Ты нам не доверяешь, ты разрушаешь семью. Все нормальные родители так поступают. Галина Ивановна опустила листы на покрывало. Руки предательски дрожали. В ушах нарастал гул. Не киношный, без патетической музыки и криков. Просто организм сухо констатировал. Это удар. Вторая коробка оказалась еще страшнее. Там хранились банковские выписки по ее счетам, распечатки транзакций, которых она никогда не совершала. Ее пенсия, ее скромные накопления и снова инструкции. Снять наличными. Перевести на карту Ирины. Закрыть вклад. Она схватилась за голову. Как? Откуда? Ответ пришел мгновенно. Алексей и Ирина знали ее данные. Они имели доступ к ее телефону, когда приходили помочь разобраться с настройками. Могли сфотографировать документы, подсмотреть пароли, а что-то она и сама могла сказать по простоте душевной. В коробке лежали даже ксерокопии ее паспорта и СНИЛС, а также листок с выписанными цифрами, явно коды от банковских приложений и личного кабинета. Галина Ивановна вдруг ясно увидела всю картину. Они не просто хотели квартиру,
Они готовились давно и тщательно. Собирали ее жизнь по кусочкам, словно бухгалтер сводит годовой отчет, чтобы затем расписать ее судьбу по пунктам. Она сидела на кровати неподвижно. Слез не было. Вместо них пришла холодная тяжелая ясность. И жуткое чувство отстраненности. Будто она наблюдает со стороны за женщиной, которая всю жизнь считала семью опорой, а та оказалась капканом. Галина Ивановна аккуратно сложила все обратно, как было, но оставлять коробки не стала. Она понимала, если уйдет сейчас без них, к вечеру улики исчезнут. И все снова превратится в пустые слова и подозрения. «Ты все выдумала». Она спрятала коробки в пакет, с которым пришла якобы угостить пирожками, и направилась к двери. На пороге замерла, прислушалась. Тишина. Заперла дверь своим ключом и вышла из подъезда, стараясь держать спину ровно. Мороз щипал щеки. Люди спешили по своим делам, а внутри у нее словно открылся другой мир. Тихий, страшный и очень взрослый. Добравшись до дома, она сразу набрала Нине. Подруга когда-то работала в ЖЭКе, потом в управляющей компании. И хоть сейчас была на пенсии, старые связи сохранила. «Нина, ты можешь дать телефон хорошего юриста? Только такого, чтобы...» «Не болтал». Нина по голосу поняла все мгновенно. «Галка, что стряслось?» «Потом?» «Дай номер, пожалуйста». Нина не стала расспрашивать. Через 10 минут пришло сообщение. Номер телефона и короткая приписка «Скажи, что от меня». Юрист оказалась женщиной лет 50 с ровным, лишенным лишних эмоций голосом. Встреча проходила в крохотном офисе на первом этаже жилого дома, где пахло бумажной пылью и дешевым мылом, совсем как в районной поликлинике. Просмотрев документы, которые Галина Ивановна выложила из пакета, юрист тихо произнесла: «Вы правильно сделали, что ничего не подписали. Дарение бадьи – это не на всякий случай. Это сразу и навсегда. Как только квартира перейдет к ним, вы будете зависеть исключительно от их доброй воли. А судя по этим бумагам, рассчитывать на добрую волю опасно». «А что мне теперь делать?» – растерянно спросила Галина Ивановна. «Сын же... он же...» Она не договорила, слово «сын» застряло в горле, как острая кость. Юрист не давила. Есть несколько вариантов. Самый простой. Ничего не дарить, оставить все как есть. Оформите завещание. Оно вступит в силу только после вашей смерти, а до тех пор хозяйка вы. Можно подумать о договоре ренты, но это сложнее. Можно оформить часть, но тут тоже есть нюансы. В вашем случае сейчас главное – обезопасить документы и финансы. Смените пароли, проверьте доступы, возьмите выписки, ограничьте возможность операций со счетами. И, да, подготовьтесь к разговору, если вы решитесь. Галина Ивановна молчала, и юрист добавила: «И еще, эти бумаги – не доказательство совершенного преступления, но безусловное доказательство намерений. Если на вас начнут давить, у вас есть что предъявить. Но делать это нужно грамотно». Она вручила Галине Ивановне список шагов. Простой и понятный. Как инструкция по выживанию. Сменить пароли в банке и на телефоне, поставить запрет на дистанционные операции без личного подтверждения, оформить у нотариуса документ, отменяющий любые доверенности, если таковые были, завести дома отдельную папку с копиями документов. И никому не говорить о найденных коробках, пока не будет четкого плана. Выйдя от юриста, Галина Ивановна впервые за сутки почувствовала, что под ногами снова появляется хоть какая-то опора. Не сын, не невестка, а порядок. Она направилась в банк. Сидела в очереди среди людей, ругающих комиссии и жалующихся на маленькие пенсии. Когда ее вызвали, подошла к окошку и спокойно, почти по-бухгалтерски, попросила сотрудницу помочь сменить пароли и настроить дополнительную защиту. Затем затребовала выписку по счетам. Сотрудница, совсем молоденькая девочка, взглянула на нее с уважением. Редко пожилые люди держатся так уверенно. На выходе из банка Галина Ивановна поймала себя на мысли: ей больше не хочется плакать. Ей хочется разобраться. Вечером позвонил Алексей. «Мам, ты заходила сегодня?» Ира говорит: «У нас в спальне как-то... будто кто-то был». Галина Ивановна сидела на кухне, смотрела на закипающий чайник и думала: вот, началось. Но ответила ровным голосом: «Я заезжала, хотела варенье отдать, до вас не было». Ушла. «А ключ? Ты же...» Алексей запнулся. «Мам, предупреждай в следующий раз». «Хорошо», — сказала она. «Буду предупреждать». Он помолчал и вдруг сменил тон на мягкий, вкрадчивый. «Мам, ты же помнишь про нотариуса? Мы хотели на этой неделе...» «Я помню», — ответила Галина Ивановна. «Я подумаю». «Мам, что значит «подумаю»?
Голос сына стал раздраженным. «Мы ж договорились». «Мы ничего не подписали», – спокойно отрезала она. «Значит, договорились не до конца». Алексей резко вдохнул в трубку. «Это Ирина тебя накрутила? Или Нина твоя? Мам, ну ты же понимаешь». «Я все понимаю, Алёша. И мне пора спать». Она положила трубку. Сердце колотилось, руки снова дрожали, но она не перезвонила. Впервые в жизни она сделала то, чего всегда избегала. Поставила точку в разговоре, который шел не по ее правилам. Ночью она все-таки заплакала. Тихо, чтобы никто не слышал, хотя в квартире никого и не было. Плакала даже не от обиды, а от того, что внутри с хрустом ломалось представление о сыне. О том мальчике, которого она водила в школу, который болел ангиной и рисовал ей открытки на 8 марта. Тот мальчик не мог написать фразу «снятие с регистрации», а взрослый мужчина, в которого он превратился, мог. На следующий день она снова вспомнила нищенку у нотариуса. Кто она была, откуда знала и почему сказала именно про коробку. В памяти всплыло. У нотариальных контор часто толпятся люди. Родственники, клиенты, соседи. Может, нищенка не была случайной прохожей? Может, она слышала разговоры? Видела, как Алексей с Ириной цинично обсуждали планы, полагая, что их никто не слушает? Галина Ивановна не стала ее искать. Не потому, что не хотела отблагодарить, хотела. Но понимала, это уже не важно. Важно то, что теперь она знает правду. Прошла неделя. Алексей и Ирина то звонили с елейной мягкостью, то срывались на раздражение. Ирина несколько раз приходила на чай. Садилась, улыбалась, рассказывала про работу, а между делом снова и снова заводила разговор. «Галина Ивановна, ну вы же понимаете, это же для вашего спокойствия, чтобы потом не было беготни с документами. Мы же семья». Галина Ивановна слушала и отвечала одно и то же. «Я подумаю, не торопите меня». Однажды Ирина не выдержала. «А вы нам не доверяете, да?» Ее улыбка стала тонкой и неприятной. «Мы же вам столько раз помогали. Алёша ваш сын. Вам что, жалко?» Галина Ивановна подняла на нее тяжелый взгляд. «Доверие не измеряется дарственной, Ирочка. Доверие измеряется поступками». «Какими еще поступками?» Ирина заметно напряглась. Галина Ивановна допила остывший чай и тихо произнесла. «Теми, которые вы сами записали». Ирина побледнела. Секунду она смотрела на свекровь, будто не понимая смысла слов. Потом любезная улыбка соскользнула с ее лица, как маска. «Я не понимаю, о чем вы». «Понимаете?» – ответила Галина Ивановна. «Но я не буду сейчас устраивать спектакль. Просто скажу. Дарственной не будет». И обсуждение закрыто. Ирина вскочила со стула. «Да вы... У нее затряслись губы. Вы нас предаете. Алёша ваш единственный сын. Вы хотите все чужим оставить». Галина Ивановна тоже поднялась следом. Внутри у нее все предательски дрожало, но голос, к удивлению, прозвучал спокойно и твердо. «Я хочу оставить себе свою жизнь, Ирочка. А квартира моя. Я никого не предаю. Я просто больше не вручаю свою судьбу в чужие руки». Ирина ушла, демонстративно хлопнув дверью так, что звякнули стекла в серванте. Вечером явился Алексей. Он влетел в квартиру без предупреждения, даже куртку в прихожей не снял. «Мам, ты что творишь?» Он был багровый, злой, дышал тяжело. «Ирина плачет. Она говорит, ты ее унизила. Ты сказала...» «Я сказала правду», – перебила его Галина Ивановна. «Какую еще правду?» Сын сорвался на крик. «Мам, ну хватит уже. Мы же семья. Я твой сын. Ты что, хочешь оставить все государству? Или этой своей Нине? Ты вообще понимаешь, как это выглядит со стороны?» Галина Ивановна долгим, внимательным взглядом посмотрела на него. И увидела перед собой не мальчика, которого растила, а чужого мужчину, привыкшего брать, требовать и давить. И вдруг почувствовала странное, неожиданное облегчение. Больше не нужно было гадать, что он имел в виду. Он показал себя сам, без прикрас. «Алёша», – тихо произнесла она, – «сядь». Он рухнул на стул, тяжело дыша. Галина Ивановна молча достала из шкафа ту самую папку с копиями и положила перед ним. «Вот, почитай». Алексей сначала фыркнул, всем видом показывая пренебрежение, но листы взял. Пробежал глазами первую страницу, потом вторую. Лицо его начало меняться, словно кто-то медленно, но верно выкручивал яркость освещения. Это не...» Он запнулся, лихорадочно подбирая слова. «Это не то, что ты думаешь». «А что я думаю?»
спросила Галина Ивановна. «Ну, это...» Он попытался рассмеяться, перевести все в шутку, но смех вышел жалким, скрипучим. «Это Ирина? Она просто... Ну, она все планирует, чтобы меня снять с регистрации и отправить в пансионат?» Ровным тоном уточнила мать. Алексей поднял глаза. В них плескались раздражение, страх и что-то еще. Обида ребенка, которого поймали за шалостью. «Мам, ну ты же понимаешь? Ты одна, тебе тяжело», – пробормотал он, отводя взгляд. «А так, ну мы бы квартиру сдавали. Тебе бы... Мне бы что?» Галина Ивановна наклонилась вперед, глядя ему в лицо. «Мне бы давали мои же деньги?» «Как милостыню?» Алексей резко вскочил, опрокинув стул. «Ты все переворачиваешь!» – закричал он, пытаясь защитой прикрыть стыд. «Ты всегда все контролировала. Всю жизнь. Вот и сейчас тебе все не так». Ирина просто хотела как лучше. «Нет, Алёша», – тихо, но веско сказала Галина Ивановна. «Ирина хотела как выгоднее, а ты хотел как легче. И вы оба забыли одну вещь. Я не вещь, я живой человек». Он стоял и молчал, бессильно сжимая кулаки. Галина Ивановна не кричала. Ей не хотелось мести, она не желала унизить сына. Она лишь хотела, чтобы он понял, и чтобы она сама могла выжить. «Я не буду с тобой ругаться», — сказала она. «Я не подам на тебя в полицию, хотя могла бы, потому что у вас на руках были мои документы и мои выписки. И это уже давно не семейный разговор. Но я не хочу войны. Я хочу мира. Только мир этот будет на моих условиях». «На каких еще условиях?» – буркнул Алексей, глядя в пол. «Ты больше не вмешиваешься в мои документы и мои деньги. Ты не обсуждаешь мою квартиру без меня. И Ирина сюда больше не приходит, без приглашения. Если ты хочешь общаться, общайся как сын, а не как человек, который пришел за наследством при живой матери». Алексей посмотрел на нее из-под лобья и вдруг тихо спросил. «Ты нас выгоняешь?» Галина Ивановна устало улыбнулась уголками губ. «Я никого не выгоняю, Алёша. Это моя квартира, я здесь живу, и я просто остаюсь здесь хозяйкой. Вот и все». Он ушел. На этот раз не хлопая дверью, плечи его были опущены, походка стала тяжелой. На пороге он обернулся, будто хотел что-то сказать, но промолчал. После этого в квартире наступила тишина. 2 месяца Алексей почти не звонил. Иногда присылал короткие сообщения. «Как ты?» Она отвечала также лаконично. «Нормально». И все. Галина Ивановна не побежала жаловаться соседкам, не стала рассказывать родне. Ей было невыносимо стыдно и больно, но она понимала. Если сейчас вынести этот ссор на всеобщее обозрение, она просто не выдержит. Ей нужно было восстановиться, собрать себя заново по кусочкам. Она занялась делами. Съездила к нотариусу и оформила завещание. Спокойно, без драм, прописав все так, как считала справедливым. Квартира отходила сыну, но со строгим условием. Если он попытается оспорить волю или выселить мать при жизни, все будет иначе. Юрист объяснила, как правильно сформулировать, чтобы не осталось юридических лазеек. Галина Ивановна не мстила. Она страховала себя. Она навела идеальный порядок в документах, купила новый телефон, сменила сим-карту, попросила в банке поставить особую отметку. Любые крупные операции только при личном присутствии. Не потому, что стала параноиком, а потому, что стала взрослой в новом, суровом смысле этого слова. Весной Алексей пришел сам. Без Ирины. В руках у него был букет тюльпанов. Он стоял на пороге и выглядел так, будто за эти месяцы постарел на несколько лет. «Мам, можно?» Она молча отошла в сторону, пропуская его. Он сел на кухне и долго крутил в руках чашку с остывающим чаем. «Ирина?» – начал он и замолчал. «Что, Ирина?» – спросила Галина Ивановна. Мы разошлись», – тихо выдохнул Алексей. «Не сразу, но я начал видеть многое. Она все время считала, что ей все должны. И когда ты отказалась, она наговорила про тебя такие вещи, что мне стало стыдно. Просто стыдно слушать». Галина Ивановна слушала его и не чувствовала радости. Ей не хотелось торжества своей правоты. Ей хотелось одного – чтобы сын вернулся человеком. «Я не пришел просить квартиру», – сказал Алексей вдруг, словно читая ее мысли. «Я пришел попросить прощения. Я был дураком». Галина Ивановна смотрела на него и вспоминала, как он кричал: «Ты всегда все контролировала». И вдруг поняла. Возможно, тогда он кричал не от злости на нее, а от злости на себя. За то, что оказался слабым и ведомым.
«Я не святая, Алёша», – мягко сказала она. «Я тоже ошибалась. Я слишком много тебе позволяла. Я думала, так я показываю любовь. А оказалось, я тебя просто разбаловала. Но это не значит, что мы не можем начать сначала». Алексей поднял глаза, и в них блеснули слезы. «Можно?» «Можно», – ответила Галина Ивановна. «Только по-честному». Они сидели долго, говорили мало, но в этой паузе было больше смысла и понимания, чем в любых словах и криках. А вечером, когда Алексей ушел, Галина Ивановна вышла на улицу и неспешно прошлась до того самого нотариуса. Не потому, что было нужно, а потому, что внутри у нее оставался один незакрытый гештальт – та нищенка. Ее, конечно, уже не было. На крыльце сидели другие люди. Кто-то курил, кто-то ждал своей очереди. Галина Ивановна постояла, посмотрела на дорогу и вдруг почувствовала глубокую благодарность. Даже не к конкретной женщине, а к тому случаю, который вовремя остановил ее у самой пропасти. Она не стала гадать, кто это был. Возможно, и правда, бывшая соседка, видевшая Ирину и Алексея. Возможно, женщина, которая когда-то сама столкнулась с подобным предательством и узнала его по чужим взглядам и словам. А может быть, просто неравнодушный прохожий, которому стало жалко пожилую женщину с папкой в руках, и который решил сказать то, что спасет. Галина Ивановна вернулась домой и впервые за долгое время спокойно уснула. Через несколько месяцев Алексей стал приезжать чаще, помогал по дому. Не из-под палки, не ради будущей выгоды. Просто помогал. Иногда он садился рядом, рассказывал про работу. И однажды, словно между делом, признался. «Мам, я тогда, когда орал, я правда думал, что ты все равно все отдашь. Ты ведь всегда отдаешь. И когда ты не отдала, мне стало страшно. Не за квартиру, а за то, что я вдруг понял, какой я на самом деле». Галина Ивановна кивнула. «Страшно, это нормально. Главное, что ты понял». Он помолчал и добавил. «Я больше так не хочу». И она поверила. Не потому, что он ее сын, а потому, что он сказал это не громко, с пафосом, а тихо. И в этой тишине было больше правды. Квартира осталась на Галине Ивановне, документы у нее, деньги под ее контролем. Но самое важное, она вернула себе чувство собственного достоинства и научилась простой истине. Добро должно быть с разумом, а любовь – с границами. Еще она поняла то, чему не учат ни бухгалтерия, ни жизнь по правилам. Иногда спасает не сила и не хитрость, а один вовремя сказанный шепотом совет, который заставляет остановиться, оглянуться и проверить реальность. Если бы кто-то спросил Галину Ивановну спустя год, жалеет ли она, что не подписала дарственную, она бы ответила просто «Я не жалею. Я наконец-то сделала главный подарок самой себе – свою собственную спокойную жизнь».